24 июля прошлого года. Естественно, переоценка она происходит у всех. Хотя те же самые мародеры, те же наркоманы. На кого не подумаешь, выплывало такое, что в жизни не подумаешь. Еще и как. Каждый себя показал. Девчонки молодые ходили к ним по 40 рублей. И женщины обслуживали их. И женились тут, и свадьбы играли. Но мы... И этим пользовались. Ходили по предприятиям, где не работали. Говорили, смотрите, набейте нас, мы вас сдадим укропом, и они вас типа расстреляют. Да не пугали, мы к ним просто не подходили. Они сами по себе, а мы даже пытались мимо проходить и не смотреть. Ну, среди солдат тоже разные были. Были нормальные, а были ненормальные. Многие даже не знали, что они в Дебальцево. Их привозили, говорили, что то ли там садили в автобус, говорили, что им на учение там куда-нибудь там. И приезжали, высаживали. И говорят, будьте здесь, там на блокпосту. Там. А потом, когда они попадали в больницу, мороженое и с туберкулезом, потому что тут в этих ямах жили. У кого-то присяга должна была быть, а его сюда отправили. И когда в больнице, говорят, вот слава богу, что не в Дебальцево, а им же сестры говорят, дети, говорят, вы попали в Дебальцево. Если происходил вечером обстрел, то с утра 100% там уже были каналы 1+1, Интер и так далее, которые снимали, что это вроде бы как ополченцы сделали. Хотя ополченцев и близко еще вообще не было. Но у людей связь была здесь по городу, как бы, тогда еще. Вот, и поэтому, как только происходил обстрел, люди созванивались и говорили, что от нас стреляли по вам. То есть люди понимали, откуда их обстреливают и кто стреляет. И целенаправленно начинали с 7 вечера, могли до 10 вечера бить, могли до 10:30. Вот. Это уже когда даже ополченцы начинали, когда пошли в бой, ополченцы освобождать Дебальцево. Днем был бой по окраинам, вечером они развлекались, а на танках ездили, обстреливали кварталы. Это украинская армия. Как можно помириться с человеком, который направляет на тебя оружие и стреляет под ноги тебе? Как можно помириться? Просто люди сидели, завтракали, семья. 4 человек было. Папа, мама, девочка и мальчик. Вот папа с мальчиком погибли. Люди завтракали, какие-то у них планы были. Эти обстреляли с градов, потом, потому что здесь должно было быть телевидение 1+1 и списали все на ополчение. Семьи нету. Ну, это только что близлежащие. Да, это то, что... Поэтому не может быть никакого перемирия. А при чем здесь Украина? Что тут такие сволочи? Нам Украина ничего не сделала, нам взяла Это ж правительство. не страна, это правительство, и те, которые идут у них на поводу. Нас как-то и не раздражало это. И украинский язык был для нас вторым языком. Мы хорошо знали и украинский, хорошо знали и русский. Хотя мы здесь все русскоязычные, абсолютно. Ребенок в украинском классе учился, старший тоже в украинском классе учился. Хотя можно было в русский класс отдать. Ну, в основном наркоманы, потому что как бы во время, когда оккупации здесь украинскими войсками, это для них было раздолье. Люди уезжали, они лазили по домам, что не забирали укропы, забирали наркоманы. Когда ополченцы открывали их блиндажи, то там очень много было продуктов, очень много, и техника, которая... Телевизоры, планшеты, И это все было в ковры замотано. системники, ковры, да. И потом говорили, что укропы действительно здесь собирались и сидеть 3 года. Обеспечены были по полной программе. Там полностью было забито все едой. Хотя украинские солдаты тоже гуманитарку давали, раздавали. Что им присылали, они раздавали среди людей. Такое тоже было. Ну, это когда было телевидение. Да нет, без телевидения. Не, всегда снималось. Всякое было. Да. Ну, это кто хоронил. На окраинах там сидели с мертвыми в подвалах, потому что не могли даже выйти
Под постоянные обстрелы шел. Человек умер, с ним 5 суток просидели вот вместе, живые с мертвыми. Получается. Говорю, наша соседка с Западной Украины. Она говорит, я говорит, стою под бомбежками. Но она такая женщина. Я не знаю. Дай Бог ей здоровья. Она нас очень выручала. Она говорит, мне что больше делать нечего. Вот я стою под снарядами, тебе звоню, чтобы ты послушала, как нас бомбят. Я не знаю, кому верить, или тебе, или правительству. Ну, также за племянника. Племянник там вот этой же сестры, сын, пошел воевать, заработать деньги. Ты послала моего племянника, чтобы он убил моего сына, говорит. И твой, говорит, герой, а если мой, говорит, придет, то мой будет террористом. Когда уходили, попросили саперов зайти. 12 растяжек в доме жилом. Понимаете, Дебальцево это всегда был очень стратегически важным городом в плане и автомобильного транспорта, и железнодорожного узла. Хотя В советские почему-то времена, городу в не везло. 80-х годах, 70-х, сортировочная станция железнодорожная, которая находилась в городе. Их было 3 по Советскому Союзу. В Москве, в Дебальцево и еще где-то, но я не знаю. Такой же был металлургический завод. Но завод-то ладно, потому что в Советском Союзе там распределялось по районам. Но все равно завод у нас делали нестандартное оборудование. Это очень интересный завод металлургический. И вот такой стратегический объект. Газа 20 лет нету, вода по часам, и люди выживали, и как-то и все равно приезжали, строились, жили, а теперь добили то, что было. С одной стороны, хорошо, что наши дети прочувствовали, потому что они начали понимать действительно ценность К жизни. к семье, ценность жизни, вообще ко всему, к миру, наверное, понятие мира, спокойствия, добра. Вскрылось все. Одни пришли, принесли буханку хлеба. Вот нас угостили, мы вам принесли буханку хлеба. А другие машиной возили все, что можно было. Даже не сказали, что там где-то вот после укропов солдаты раздают. Просто, чтобы побольше себе ухватить. Ну, мы жили без этого и проживем и дальше. Главное, чтобы все это закончилось и все вернулось. Главное, чтобы все были живы.